5 лет с отравления Навального, 5 лет с протестов в Беларуси, 50 миллионов долларов за Мадуро. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 16 августа, 14:30. 20 августа 2020 года Алексей Навальный был отравлен новичком. Чудом выжив, Алексей опубликовал запись своего телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, в котором тот описал детали операции ФСБ по отравлению. Самолет, в котором Алексею стало плохо, должен был лететь из Томска в Москву, но пилоты приняли решение посадить самолет в Омске, несмотря на то, что в аэропорту объявили, что он заминирован. Сотрудники медслужбы аэропорта и реанимобиля диагностировали токсическое отравление и приняли меры. Работники клиники Шарите, в которой после отравления лечился Алексей, в статье в научном журнале The Lancet писали, что решающее значение имела искусственная вентиляция легких, проведенная в первые часы после отравления. В феврале 2025 года новостной портал T-Online рассказал, что прокуратура Германии предъявила обвинение директору компании Reol Chemie в поставках высокотоксичных веществ в Россию через сеть посредников. С сентября 2018 года американские следователи выявили целую сеть компаний для сокрытия истинных получателей химикатов и оборудования. Предполагаемым конечным адресатом называется группа Химмет, которая снабжает лаборатории Минобороны и МВД РФ. Химмет находится под санкциями США, поводом для которых стало отравление Алексея Навального. 9 августа 2020 года после сфальсифицированных президентских выборов начались самые массовые в истории независимой Беларуси протесты. В пятую годовщину «Медиа-зеркало» приводит цитаты из обращений мировых политиков к белорусам. Поддержка демократической Беларуси – это одновременно моральный долг и стратегическая инвестиция в безопасность Европы, говорится в заявлении главы парламентской ассамблеи НАТО Маркоса Перестрелла. 10 августа 2020 года в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский. Его гибель стала одним из символов протестного движения 2020 года. Портал «Наша Нива» напоминает, что на видео видно, как безоружный Тарайковский идет к силовикам с поднятыми руками, и один из них стреляет в Александра с близкого расстояния. Процитирую активистку суполки белорусов у Италии Екатерину Зюзюк на нашей конференции «России необходимо 25 апреля». Живи, Беларусь! Россия будет свободной! 7 августа генеральный прокурор США Памела Бонди в социальной сети X объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро. Она заявила, что Мадуро является одним из крупнейших наркоторговцев в мире и представляет угрозу национальной безопасности США. Управление по борьбе с наркотиками уже изъяло 30 тонн кокаина, связанного с Мадуро и его сообщниками. В кокаин часто добавляют фентанил, вызывающий сильную зависимость и часто приводящий к летальным исходам. Держитесь подальше от наркотиков. Если вы хотите, чтобы изменения в России произошли, делайте свой вклад.